Опять несколько дней не выпускал никаких видео. Вот сегодня думаю, выпущу небольшое видео, несмотря на то, что сегодня тоже такой день суетливый. Вообще очень жарко, каждый день поднимается до 33-35 градусов. Ну, вчера вечером такой дождик приятный прошел, хороший такой, стало полегче, а так вообще прямо тяжеловато. И вот здесь такое преддверие Рождества и Нового года, и не знаю, как у вас вообще чувствуется и не чувствуется этот праздник. Я просто замечаю каждый раз разговоры об этом, что вот, я как-то не чувствую Нового года. Но это, я думаю, как бы это не связано же с тем, что люди... То есть мы здесь вообще как бы у нас тут все с ног на голову перевернуто, а вообще как бы люди постепенно отходят от какого-то вот этого состояния, когда вот в детстве вот этот праздник, ты просыпаешься, там подарки под елкой ищешь или просто там вечером можно, ну, ночью спать, не спать сколько хочешь. И вот это вот ощущение вот этого волшебства, оно как-то постепенно уходит, и люди такие, вот, что-то не чувствую праздника. Ну, скажем так, это вообще такая достаточно странная и глупая идея сделать какую-то такую веху раз в год и по ней отмерять там достижения, какие-то отчеты, там, вот что я сделал за год. Ну, мне кажется, надо отчеты делать по факту выполнения каких-то задач, а не по какому-то там отсечке, когда все отчитываются. Ну, это как-то для меня это более чем странно. Вот. И все-таки, конечно, но если возвращаясь к Новому году, конечно, добавим еще сюда, что вот вся эта вот жара и вот это вот состояние здесь вообще, конечно, как-то ну, странно, как это все происходит. Думаешь, что Новый год, так жарко, не может быть. Наверное, когда-нибудь я к этому привыкну, но пока это все очень необычно, и ты готовишься, ну, то есть не готовишься к Новому году, такой, думаешь, где, какой Новый год? И, ну, как люди готовятся к Новому году, там, думают, планируют, там, куда-то с кем отметить, куда пойти, что посмотреть, там, как-то отдохнуть, развлечься, да, вот в этом смысле это такой момент. Второй момент, там, поставить елку ту же самую, украсить как-то квартиру. У нас вот соседи все время вешают такой веночек из каких-то украшений на дверь. И я вот только вчера, уже поздно вечером, полез, у нас там такая полка, типа антресоли, и достал оттуда елку. Вот сегодня уже сочельник, 24 января. И вот я только елку достал, сейчас вот покажу, она тут стоит. Я ее еще не успел нарядить. Вот она, елочка. Такая вот. Ну вот ящик с игрушками стоит. Думаю, что сейчас, наверное, быстренько накидаем что-нибудь. Игрушки, гирлянды. Будет все нормально. Вот. И сегодня, как я сказал, сочельник. Здесь называется не... Вообще, что такое сочельник? Это что-то там связано с какой-то едой, да? А здесь это называется Благая ночь, Ночибуэна. Ну, то есть все собираются, там молятся, там с первой звездой что-то там начинают кушать. Ну, я думаю, это, наверное, такие какие-то европейские традиции. Вообще, это тоже интересно. Рождество, оно пришло откуда? Из Вифлеема.
там зимы нет. Потом христианство пошло по Европе. В Европе были, так же как и в России, разные языческие праздники, связанные с днем зимнего солнцестояния, когда язычники праздновали этот день. И решили, что это будет отлично поставить туда Рождество. И вот маркетинг, который, скажем так, ну, развитие христианства — это же тоже маркетинг. Вот, и этот маркетинг, он сделал свое дело, и мы получили вот такие европейские традиции, связанные со снегом, с шубами, там, с елками и так далее. И здесь тоже в Аргентине очень много украшают елки снегом. И мне вот это вот непонятно. У вас Новый год летом, почему тут снег вообще? Ну, подумаешь, там какие-то европейские традиции. Там, ну, мне кажется, здесь, в Южном полушарии, должны быть какие-то свои традиции. Но я понимаю, откуда это тоже. Тут очень много выходцев из Европы. В Аргентине очень много итальянцев, их потомков. И я думаю, что это вот все оттуда, наверное, происходит. Вот. Ну, в общем, вот и мы пока еще даже не знаем, как мы будем праздновать Новый год. Никакие, то есть какие-то разные мысли. Думали, может быть, пригласить кого-то в гости, может, куда-то в гости там, пойти напроситься, как это обычно, да. Но это все довольно сложно. И я думаю, что, конечно, не надо делать, наверное, из Нового года какой-то такой гиперпраздник. Не, хочешь делаешь, просто у меня раньше было такое, что вот Новый год надо обязательно как-то отметить на всю катушку, все такое. Я сейчас как-то так подуспокоился на эту тему. Сейчас думаю, чтобы вот получить вот это ощущение праздника, может быть, мы попробуем, ну это как один из вариантов, сесть на велосипеды, ну велосипеды украсить гирляндами и покататься по ночному городу. Тут просто есть такая тоже движуха. Надо в чатах посмотреть, кто собирается, чтобы там не вдвоем кататься, а там кому-то присоединиться веселее будет. Там ребята с музыкой, с колонкой, поездить, посмотреть, что вокруг происходит. Ну, там в Пуэрто-Мадеро очень хорошие фейерверки происходят в 12 часов. Вот. Если просто пойти гулять, это потом ты устанешь и сложно домой добраться. А тут на велосипеде сел, приехал. Главное так освещением немножко озаботиться, и все будет нормально. Вот такие вот мысли по поводу Нового года. А по поводу Рождества, это тоже такая, конечно, интересная тема, что изначально Рождество — семейный праздник. Это вот как было в России, да? Семейный праздник, заканчивается пост, люди собираются семьей, начинают там, с приходом ночи или 12 часов начинают там молиться, кушать потихонечку, там кушают вот эту вот еду эту традиционную. И собираются именно семьей, маленькой или большой, у кого какая семья, и вот это все встречают, вот это Рождество. Потом неделю там гуляют, ходят друг другу в гости, и в Новый год там отмечают всей деревни, уже у кого-то там собираются там в одном большом доме, и все друзья собираются. То есть получается, что сначала Рождество семейный, Новый год такой праздник общий. Это так было в России до советской власти. С советской властью попытались, что у нас все, нет Рождества. Ну, во-первых, Рождество уже стало 7 января, и семейным праздником стал Новый год. И это стало очень сильно резонировать. То есть, с одной стороны, кто-то очень хочет с друзьями это отметить, кто-то хочет, говорит, нет, это тихий семейный праздник.
В общем, и такая вот разношерстность такая. То есть попытались два праздника запихать в один. В общем, что вот из этого вышло, мы знаем. Ну, в итоге Рождество вернулось, но все равно стало непонятно. То есть для кого-то Новый год так и остался традиционно семейным праздником. А что тогда такое Рождество? Ну, то есть, и это несколько неудобно. Если люди набожные, такие воцерквленные, они Новый год вынуждены отмечать тихо, на посту, и только в Рождество они ждут, когда они смогут нормально отметить. И вот что мне нравится все-таки в Европе и здесь, все, что Рождество предшествует Новому году. И это правильно, то есть собраться с семьей или с друзьями, кто как, и отметить. Ну вот у иммигрантов тут все посложнее, потому что семьи все остались в России, и все-таки как-то люди, ну, либо действительно маленькой семьей, 2, 3, 4 человека собираются, либо тоже идут кому-то в гости. Вот нас сегодня тоже пригласили в гости аргентинцы, там русских не будет вообще. То есть я знаю, что там будет бассейн, ну и больше ничего не знаю, там, что там еще будет. То есть мы сейчас делаем с Кариной, ну еще не делаем, собираемся делать, у меня там варится картошка, свекла, будем делать салаты здесь. Ну мы вообще, это, как сказать, у нас это прямо тут традиционно, и мы, можно сказать, этим моментом даже немножко гордимся, потому что наша новогодняя оливьешечка здесь называется русский салат, руссо-салада, и мы, конечно же, его сделаем. То есть, хотя здесь есть проблема с хорошим горошком. Бондюэль очень дорогой и не всегда продается, а местный горошек, ну, такой, надо, значит, выбирать. Знаете, он какой-то как переваренный такой, бледный, не хрустящий мозговой горошек, как вот мы знаем. Вот. И с огурцами тоже проблема. Нормальные огурцы, нормальных огурцов нет, вот этих вот, которые мелкие, хрустящие. Здесь уже, я знаю, многие ребята подсуетились и даже уже свои теплицы есть и выращивают эти огурцы. Но как-то их сейчас там где-то искать, эти огурцы, ехать, заказывать. Мы купили обычные огурцы и так их замалосолили, потому что со свежими огурцами немножко такой водянистый салат получается, потому что они от соли дают сок, поэтому, конечно, соленые лучше. Ну, это вот. Еще мы хотим сделать блины, и я сам готовлю форель холодного копчения, здесь этим занимаюсь. Ну так, немножко больше для себя и так чуть-чуть на продажу. И вот, и у нас будут, мы так делаем, как это, промазываем блины кесо-кремом, накладываем форель, скручиваем такие, значит, в рулетик и режем. И получаются такие, тоже мы называем русские роллы. Вот, последний раз аргентинцев угощали, им очень понравилось, местным ребятам. В общем, мы хотим это тоже принести с собой. Вот, поэтому готовимся. Я думаю, что я следующий выпуск, наверное, посвящу этому. Сделаю такой небольшой репортаж, то, что получится, там, может быть, какая-то движуха. Ну, показать, как мы отметили Рождество. Поэтому вот такой сегодня выпуск. Надеюсь, у вас нормальное новогоднее настроение, предновогоднее, предрождественское. Всех с наступающим Рождеством, с Новым годом. Пока.